трафик по Африке и Африка в целом. Сейчас это... Бабло зарыто сегодня там. Можно я достану телефон? У Да, меня здесь конечно. просто записаны циферки. Можем начать с 2 центов за редеп. Редеп 3 цента, реактивация 23 цента, ФТД 6,5 баксов. Это что-то запрещенное ты сейчас рекламируешь. К сожалению, был не X2 и не X3, это были десятки процентов, потому что беттинг это... Мы не только с беттингом работаем. Еще немножко подушним про техничку. На Порнхабе Facebook рекламу не покажет, мы покажем. А дальше, то есть сколько пушей в день ему стоит отправлять? iGaming открыто, можно спокойно рекламировать, и мы еще поможем сделать стратегию, сделать креативы, сделать ленды. Есть английский, хинди и пунджаби, что-то такое. По фидбэкам, которые мы получаем, действительно юзеры с английским языком браузера. Всего 2 цента за повторный депозит. Мы поговорим сегодня о ретаргетинге в iGaming, и у нас в гостях Сергей Сергиенко, SEO трафик-сетки Кадам. Добро пожаловать на подкаст «Ну, что там с деньгами?». From within is not. Would he be able to do it again? Tonight to be able to... Поскольку этот подкаст о деньгах и об арбитраже, очень интересует твой первый кейс, как ты заработал первые деньги в своей жизни. Сразу о деньгах, да? Во-первых, повторные депозиты могут быть и ниже 2 центов, и 1 цент, и полцента, и так далее. А если говорить о деньгах, то прям заработал, и когда мне за работу дали деньги, наверное, это когда я помогал родителям и родственникам где-то на огородах на даче, и мне потом бабушка давала какие-то там небольшие деньги. А прям чтобы работа... У меня родители работали на стройке, и там в какие-то старшие классы в школе предлагали пойти с ними поработать, помогать, и за это платили деньги. Это были первые деньги. А первые полноценные были в продажах, продавал все, и поликарбонат, и ландшафтный дизайн, и инфобиз, и рекламу, все что угодно. Давно было. Прошел весь путь в арбитраже. А на что ты тратил именно свои первые заработки? То есть на себя, на телефоны, на вкусняшки в детстве? Или ты инвестировал в следующий бизнес? На себя, на вкусняшки, на девочек, на то, чтобы с кем-то сходить в кафе, себя побаловать чем-то вкусненьким и выпить там пиво с пацанами где-то за гаражами. Что-то поменялось спустя годы или просто тусовки стали масштабнее? Поменялось примерно все. Пиво за гаражами не пью. Тусовок стало меньше, тусовки уже не интересны, уже больше хочется инвестировать в себя, инвестировать в будущее, инвестировать в семью, в компанию, а не в развлечения. Стареешь. У меня также меняются интересы. Ты уже 8 лет в нашем бизнесе и довольно-таки долго в Кадаме прошел весь путь, если верить твоему LinkedIn. Почему так долго развиваешься в рамках одной компании? В чем твоя стратегия, в чем твое видение? В LinkedIn правда, действительно, почти 8 лет, еще не 8 лет, но вот скоро будет 8 лет полных. Почему так долго? На самом деле, потому что интересно, потому что есть понятный карьерный путь. Я пришел в компанию маркетологом в 2017 году. И дальше там потихоньку брал на себя больше обязанностей, развивался и шел там в разных позициях, вырос до CBDO в какой-то момент, на это ушло там 2-3 года, потом еще пару лет работал до позиции SEO, и сейчас вот на текущей позиции тоже чуть-чуть больше 2 лет, поэтому всегда есть рост, всегда есть новые задачи. Очень много амбиций, которые можно реализовать в этой компании, и компания тоже активно развивается. Кроме Кадама, я еще активно принимаю участие в развитии других наших продуктов холдинговых. Это и CPA-сетка, и антифрод, и мобильное приложение, и инвестиции там, в другие проекты. Класс. Мы собрались поговорить непосредственно о ретаргетинге, поскольку нас смотрят не только такие волки арбитража, как мы с тобой, но и начинающие ребята. Расскажи коротко, что такое ретаргетинг, в чем его ценность? Ретаргетинг – это фактически инструмент таргетирования на уже знакомую аудиторию, чтобы повторно повзаимодействовать с уже знакомой аудиторией.
Если кто-то не знает, что такое, то проще всего объяснить на примере, когда кто-то заходит там на Marketplace, на любой интернет-магазин, смотрит товар, а потом этот товар там догоняет по всему интернету, в баннерах, в рекламе. Вот это и есть ретаргетинг. Это инструмент, с помощью которого можно старгетироваться на уже знакомую аудиторию, которая посещала сайт, которая делала заказ, ну, либо как-то уже взаимодействовала с брендом. Ценность этого ретаргетинга, то есть насколько он может быть эффективнее обычная лидогенерация. Возвращаясь к началу нашего подкаста, когда я упомянул редеп за 2 цента, и ты намекнул, что можно вообще еще дешевле делать. Расскажи об этом чуть подробнее. Ну, все знают воронку продаж классическую, там, где на каждом этапе отваливается часть аудитории. И ретаргетинг в первую очередь нужен для того, чтобы улучшить эту воронку. На каждом этапе постараться там улучшить на доли процента, на процент, на десятки процентов. У каждого по-разному и зависит от стратегии компании. Следовательно, там любая iGaming компания, это в принципе любая компания, закупает сейчас много трафика к себе на ленды, на сайт, и на этом этапе, там, на этапе закупки уже они часть теряют. Не все клики доходят до сайта, не все показы доходят до сайта. Дальше юзеры попали на сайт и должны что-то сделать, оставить там свои данные в форме заявки, сделать регистрацию, сделать какое-то полезное действие. Не все это делают. Основная масса трафика, она отваливается на этом этапе. Дальше там классически после регистрации нужно что-то заплатить. На этом этапе тоже очень много людей отваливается. Мы там с помощью ретаргетинга можем поспособствовать тому, чтобы улучшить эту ситуацию. Дальше пользователь заплатил первый раз, нужно сделать так, чтобы он платил постоянно. Это там еще один сегмент аудитории, на который можно воздействовать и повышать конверсию там, в редепы или в повторные продажи. Ну и там можно сегментировать уже как угодно, в зависимости от воронки. Воронка у каждого разная, но глобально это вот путь плюс-минус одинаковый. От первого знакомства с брендом до стабильных повторных продаж. Звучит очень интересно. По моему опыту и в моей практике я чаще использую push и pops трафик как бренд awareness для широкого покрытия, особенно в тех гео, где мои текущие трафик-сорсы, так сказать, выжжены уже, и мне нужно расширяться и масштабироваться. Сейчас то, что ты рассказываешь про ретаргетинг, звучит очень как перформанс-компания. Так ли это, и что уникального в решении Кадам относительно других конкурентов на рынке? Это так. То есть ключевая цель ретаргетинга – это все-таки повышать перформанс-показатели. И действительно, там пуши, попсы до этого использовались для двух целей. Первое – это привлечение новых лидов. Второе – это охватная кампания и повышение узнаваемости. Ретаргетинг нужен только для того, чтобы улучшать конкретные показатели. Если говорить о том, чем наше решение лучше, чем любое другое на рынке, здесь смотря с кем сравнивать. Если мы сравниваем с Фейсбуком, с Гуглом, или с тем же LinkedIn, там тоже есть ретаргетинг, принцип работы, он везде одинаковый. Есть какие-то пиксели, их нужно поставить к себе на сайт, либо нужно вызывать событиями. Этот пиксель позволяет собирать аудитории и потом на эти аудитории таргетироваться. Что в Кадаме, что в Фейсбуке, что в Гугле, что в любой другой рекламной сети, этот инструмент плюс-минус одинаковый. Но что даем мы? Мы даем, во-первых, возможность охватить эту аудиторию там, где Facebook не достанет. Условно, на Порнхабе Facebook рекламу не покажет, мы покажем. Там, на сайте стримерском каком-то Facebook тоже рекламу не покажет, мы покажем. И мы можем охватить те сегменты аудитории или в тех местах, где Facebook или Google не дотягивается. Это первое. Второе, у нас нет таких жестких ограничений, но у нас не нужно бороться с банами, с тем, чтобы клачить нас, обходить. iGaming открыто, можно спокойно рекламировать, и мы еще поможем сделать стратегию, сделать креативы, сделать ленды для того, чтобы это хорошо работало. Это два. И третье, у нас есть возможность таргетироваться не только по кукам, мы еще можем собирать фингерпринтовую аудиторию. Это чем-то похоже на lookalike в Фейсбуке. То есть, когда у нас есть понятный юзер, куковый ретаргет, он максимально точный. То есть мы таргетируемся прямо на конкретный браузер, мы понимаем,
ну, условно, кто это. Но мы можем там чуть-чуть снизить точность и охватить там эту аудиторию, даже если там куки почистил или ну, там cookie-less, все боятся, и пати куки когда-то умрут все равно, но наш ретаргетинг останется работать. Куки хоронят очень давно, как и другие трафик-сорсы, как и нашу индустрию в целом. Тем не менее, мы записываем этот подкаст. Ты упомянул достаточно много настроек, по которым можно таргетироваться, и достаточно много плейсментов. Я так понимаю, это происходит на бэке. Насколько это на фронте обычному пользователю, арбитражнику, агентству, рекламодателю, оператору там iGaming? Насколько ему это доступно в его интерфейсе? Насколько это сейчас готово? Или это бета-версия? В какой стадии сейчас находится продукт? Ну, возможность собирать аудиторию и таргетироваться на нее у нас фактически была всегда, ну там последние года 3-4, это есть без проблем. Сейчас, что мы сделали, что доступно там уже для всех, но пока только через менеджера, это возможность создавать фингерпринтовые аудитории для того, чтобы расширять охват и покупать больше. И мы там сделали так, что сейчас ретаргетинг хорошо работает на всех наших форматах. Это попсы, это пуши, in-page пуши, нативка и баннеры. Это ключевое. Любой юзер может сейчас зайти, взять в кабинете пиксель, поставить там пиксели, где ему нужно, и начинать собирать аудиторию. Но если сделать там прям хорошо и кайфово, то на данный момент экспертизы больше, чем есть у нас внутри, на рынке нет, и мы там разное обучение только готовим и будем дальше учить людей пользоваться. Потом нужно просто прийти к менеджеру и сказать: я хочу ретаргетинг, у меня вот такие цели. Менеджер составит стратегию запуска, порекомендует, какие лучше аудитории собирать и почему, и дальше там в тесной коммуникации запустимся или там что-то скорректируем. Из того, что еще, чего не хватает в кабинете и что будет в ближайшее время, это пост-вью, пост-клик аналитика, потому что в ретаргетинге очень важно понимать, а как вот этот трафик в итоге повлиял на твои показатели после того, как юзер там увидел рекламу, и он увидел рекламу, а потом может в Гугле найти твой бренд и зайти. Мы помогли его привести в Google, чтобы он зашел. И вот эту цепочку мы будем помогать отслеживать прямо в кабинете, это будет в этом квартале. Класс, вот это и есть на самом деле самая большая ценность, чтобы не просто запускать ретаргетинг, но и отслеживать эти касания, настраивать рекламные кампании и понимать, после какого касания у тебя происходит депозит. То, о чем ты говоришь, это очень похоже на conversion value в Google модель, правильно? Классно, успехов с этим, очень ждем этот продукт, уверен, он для многих будет полезен на нашем рынке. Ты упомянул про общение с менеджером, очевидно, да? Давай поговорим про воронки, насколько вы здесь готовы делиться экспертизой, какие вообще воронки бывают на iGaming в ретаргетинге? Воронок множество. У нас есть там клиенты, у которых сотни сегментов, и там они собирают, максимально сегментируют для того, чтобы персонализировать подходы, персонализировать посылы в креативах, на лендах и там стараться сделать прям красиво. Это идеальный вариант. Если говорить за шаблонный вариант, то здесь у нас есть несколько сегментов, на которые мы пытаемся взаимодействовать и получать лучшие результаты. Первое – это визиты сайта, за исключением там всех тех, кто сделал полезное действие. То есть мы собираем аудиторию тех, кто посетил сайт, и исключаем всех, кто сделал регистрацию и там какое-то еще полезное действие, и дожимаем эту аудиторию в регистрации. Следовательно, там даем какие-то бонусы на первый депозит, за регистрацию, еще что-то. Вторая аудитория – это те, кто сделал первый депозит в последние дни, и мы стараемся их дожимать в повторные депозиты, чтобы юзер не просто пришел и ушел от невыгодно ни одному гейминг-оператору, и этот трафик не окупится, поэтому мы стараемся пока юзер еще теплый, максимально быстро его дожать, чтобы он не уходил и не переключился на какого-то другого оператора. И дальше это активный игрок. Третья аудитория – это стабильная работа с активными игроками. Четвертая аудитория – это те, кто зарегались, но не сделали депозит, дожимаем их в депозит. И пятая аудитория – это те, кто когда-то был активен и сейчас отвалился. И, следовательно, мы там смотрим на
количество реактиваций в таком случае, на первые депозиты, когда это там дожим в регистрацию и дожим в депозит, и на повторные депозиты, когда это активная аудитория. По сути, это базовые ретеншн воронки. Уверен, можно углубляться и декомпозировать их. А вопрос здесь в том, возможно ли их онлайн настраивать, да, то есть интеграцию по API или каким-либо другим образом, или же пользователь, арбитражник приходит к вам с готовыми кусками аудитории, отдает их, и вы настраиваете на них. Или они собираются по пикселю? Они собираются по пикселю, обязательно нужно поставить пиксель, там, либо на событие, чтобы оно срабатывало по какому-то событию, либо на страничку, чтобы при посещении страницы мы могли собирать аудиторию. Вот есть там костыльные методы, когда люди приходят и говорят, у меня уже есть аудитория, и там, ну, есть какие-то фингерпринты, и мы там вокруг них уже можем собрать аудиторию. Это там точность будет ниже, но в принципе можем. Если там к нам придет бренд и скажет, вот у нас есть там база юзер-агентов, и мы хотим на нее таргетироваться, сделайте нам аудиторию, мы сделаем. А есть понимание, на какие этапы воронки какой трафик source лучше влияет? Ну, например, если пользователь только зашел на сайт и зарегистрировался, его лучше догонять пушом на его устройство или там десктоп или мобайл. Если пользователь сделал первый депозит, его лучше еще как-то догонять. Есть ли здесь какая-то разница? И если да, то какая? Прям какой-то, ну, очень большой корреляции нет, но пуши работают очень хорошо. Если у нас этот юзер есть в базе пуш-рассылок, и мы сразу покупаем там с высокой ставкой показ, вот самый первый показ, только юзер добавился в аудиторию, мы понимаем, что у нас есть юзер в аудитории, нам нужно его дожать, он есть у нас в пуш-базе, мы там максимально быстро отправляем ему пуш, и он там только сделал регистрацию, например, ну не только, там 5 минут назад сделал регистрацию, видит сразу пуш, и там он не сделал депозит, а здесь ему какой-то бонус. Он переходит и делает сразу же какое-то полезное действие. В этом плане пуши работают лучше всего, потому что это возможность показать рекламу независимо от того, юзер там сейчас серчит где-то интернет или нет. Мы показываем ему уведомления на девайсе. Дальше, ну, наверное, лучше всего работают все другие медийные форматы, потому что даже если юзер не кликнет, он где-то краем глаза все равно бренд увидит, у него на подкорке отложится какое-то имя бренда, и он, когда будет готов играть или там делать ставку в спорте, он вспомнит того оператора, которого он встречал чаще всего. А сколько касаний в этом самом ретаргетинге нужно сделать, по твоему опыту, чтобы все-таки подвести ему к тому самому редепу за 2 цента? Смотря что такое касание. Касание — это там Показ количество рекламы. показов на Да. юзера. Обычно это 1000 показов на юзера На одного. или сотни показов на юзер, но не на редеп, на там, Мгм. то, чтобы дожать в какое-то полезное действие. На то, чтобы редеп, ну иногда это там единицы, 1, 2, 3 показа. Если мы говорим о свежесобранной базе, вот регистрации дальше не прошли. Ты упомянул, что сразу ему хорошо отправлять пуш. Действительно так, подтверждаю из своего опыта. А дальше, то есть сколько пушей в день ему стоит отправлять? Там 1, 2, 10 или там каждые 5 минут его мучить с этими пушами? То есть какая может быть лучшая стратегия здесь? И есть ли она вообще? Не могу сказать, что есть какие-то подтвержденные данные и там глубокая аналитика, но вот по наблюдениям и по опытному пути, когда юзер вот там первый день в аудитории, его важно дожать до следующего полезного действия. Если там это был первый депозит, наша задача сделать так, чтобы он сегодня же сделал повторный депозит. Если это была регистрация, в кратчайшие сроки нужно сделать так, чтобы он депнулся. Потому что чем дольше юзер живет в аудитории и не делает следующий шаг по воронке, тем ниже вероятность, что он сделает этот шаг. Поэтому там, если говорить о пушах и тому, как много показывать, ну, в идеале выкупать все, что можем показать. Мы там не так много отправляем, мы не сильно спамим. У нас в день на юзера мы показываем около 20 пушей, 20-30 пушей. Вот их все нужно выкупить и сделать так, чтобы этот там пользователь в итоге сделал следующий полезный шаг. В день 20-30 пушей на юзера. Это очень Это сильно. немного. Хорошо. И, соответственно, про 20-30 касаний, про дожатие юзера. Правильно ли, что эти 20-30 касаний, это отправляется один и тот же оффер, то есть на первый депозит один и тот же бонус?
Или происходит какая-то аналитика, что этот бонус не сработал, и в следующем касании или через определенное число касаний присылается другой оффер? По-разному, если честно, очень сильно зависит от клиента на той стороне и от возможности анализировать и своевременно получать данные по тому, как работает та или иная стратегия. Потому что каппинги все-таки нужно настраивать, и там кто-то готов прям агрессивно дожимать, кому-то важно там работать над репутацией бренда, и не все готовы так делать. Поэтому там нужно опытным путем экспериментировать и находить оптимальный вариант для каждого конкретного кейса, сколько раз нужно показать для того, чтобы там переключиться либо на следующий креатив, на ну, и, там, следующую связку и попробовать дожать другим подходом, либо когда вообще необходимо остановиться, чтобы не получить лишний негатив. Ну, с таким Мгм. не сталкивался пока что, но теоретически может быть. Класс. Еще немножко подушним про техничку. По техничке вопрос. Вы собираете базы по пикселю. Видит ли пиксель первоначальный трафик source, с которого произошел контакт с брендом, будь то Facebook или органика или какой-то SEO-сайт? И если видит, учитывается ли это в дальнейшем при работе в ретаргетинге с этим Трафик с RC пользователем? мы не собираем, мы собираем именно аудиторию пользователей, но можно сделать так, если там продукт готов технически настроить, можно там, я думаю, привязаться к UTM-меткам как-то или к другим каким-то супкам, что если такая супка, то мы показываем один пиксель, если такая, то показываем второй пиксель, и там сегментировать аудиторию. Чисто теоретически это возможно, на практике так никто не делает. Насколько менеджеры вообще готовы к настолько вложенным, скажем так, компаниям? Насколько они вообще востребованы, помимо моих вопросов? Или все предпочитают просто запустить ретаргетинг на определенный бюджет на минимальных настройках, и это подходит? Как оно обычно происходит на продукте? Ой, обычно есть несколько разных сегментов аудитории. Есть там ключевая для нас в рамках развития ретаргетинга. Это либо ретеншн-отделы в рамках iGaming продуктов, либо там есть целая команда, которая занимается только ретаргетингом. Если мы взаимодействуем вот с людьми, у которых зона ответственности только ретаргетинг, только ретеншн, то там все складывается максимально хорошо, максимально глубоко, хорошая аналитика, хорошая экспертиза, у всех одни цели, все легко. Второй большой сегмент – это вот наши медиабайеры, трафик-менеджеры, которые закупают рекламу на операторов разных. Это как in-house, так могут быть и внешние агентства, либо арбитражные команды. Здесь ребята, для них очень важно показать хороший CPA и прожимать все в первый депозит. Для них вот вся воронка уже менее интересна, им важно закрыть там свои KPI, свои KPI это там у них стоимость депозита, которая проходит по каким-то критериям качества. И есть третья аудитория, это ребята, которые просто хотят показать красивые цифры кому-то для каких-то своих целей. И вот это 3 сегмента. Для нас наиболее интересен первый сегмент, тоже очень интересен второй сегмент, и с третьим сегментом стараемся не работать. Получается, что для всех вас, наши дорогие зрители, у Сергея и его команды есть решение. Обращайтесь, обязательно ретаргетинг будет настроен. А теперь к цифрам об этом самом ретаргетинге. Насколько использование всех тех технологий, которые мы обсудили, важно, на твой взгляд, насколько оно повышает ROI суммарной компании, сколько дополнительной прибыли можно оттуда извлечь? Вот сказать прям по PNL какого-то продукта не могу, потому что у нас этих данных нет. Мы видим только то, что нам говорят, и то, что мы видим в своей статистике. И все, ни больше, ни меньше. Из тех фидбэков, которые мы слышим, получается так, что ретаргетинг там улучшает в целом там, воронку на десятки процентов в среднем. Но очень зависит от модели атрибуции, которую использует оператор и команда, которая с нами взаимодействует, от базы, которая есть, от креативов, от продукта, насколько он там в том или ином гео готов, насколько у него все хорошо с платежками, в основном так. Данные прям очень разные. Но все запуски, которые у нас были, 100% клиентов с нами остаются работать. Мне кажется, это ключевой показатель, что рекламодатель достигает своих целей.
Звучит адекватно, по крайней мере. Ты упомянул гео. Есть ли разница по гео в трафик-сорсах, в которых проводить ретаргетинг? Есть ли разница в воронках, в подходах в iGaming по гео? Может быть, по одному-два подхода и примера трафик-сорсов на тир-1, тир-2, тир-3 в общем? Или по конкретным странам? Если честно, не могу сказать, что я там вижу какую-то закономерность именно по гео в плане подходов и посылов, которые используют бренды. Скорее, очень зависит именно от рекламодателя. И вот есть там рекламодатель, у которого в мультигео есть там и Южная Америка, и СНГ, и Канада, и Юго-Восточная Азия, Африки только не хватает для полного счастья. Ну, то есть все основное есть, но посылы плюс-минус везде одинаковые. Да, они там адаптируют визуалы, адаптируют язык, бонусы, но глобально стратегия везде одинаковая. И результаты не могу сказать, что там Канада, например, дорогая должна быть, а Индия дешевая. Но получается так, что в Канаде конверт дешевле, чем в Индии. И это не потому, что там То есть стратегия так трафик влияет. дороже, но конечный результат дешевле. Да, да, трафик дороже, конечный результат дешевле. И здесь очень много факторов, которые влияют на конечный результат. Это и сам трафик, это и креативы, ну в целом связка, это продукт, насколько большая там база, насколько сильный бренд и насколько легко пополнить там. По связкам что здесь хорошо работает? Это классическое колесо или что-то еще кроме этого? Лучше всего работают бонусы. Фриспины, бонусы на первый депозит, ставка беспроигрышная в спорте и событийка. Если говорить за спорт, прям очень круто на уже активной базе работает событийка. И вот здесь сегментация по гео очень важна. И там в Канаде слать там крикет, ну смысла нет. В Канаде нужно работать с хоккеем, ну и этого достаточно. Если Индия, то там вот событийка по крикету, и нужно еще сегментировать по штатам индийским и по языкам. Кстати, тоже нужно работать активно. Если это Европа, ну футбол, вот каждые выходные посреди недели там Лига чемпионов обязательно шлем просто за там полдня, ну, часов за 12 до старта матча активно рассылаем, конверт прям хороший. Это для спорта. Если говорить для казиношек, то там вот классические подходы в плане визуала, это колесо и слоты, это обезьянка и фриспины прям работают лучше всего. Ты упомянул Индию, что там важно делить это по языкам. Такое происходит и в некоторых других гео, тоже как Швейцария, Бельгия и так далее. Относительно Индии есть такой миф, что там у нас есть: английский, хинди и пунджаби, что-то такое. Три основных языка. Правда ли, что если таргетироваться на англоязычную аудиторию, то конверсия будет лучше, депозиты последующие будут лучше и так далее, потому что английский является неким определяющим уровнем, скажем так, состоятельности населения? По качеству депозитов и там по фидбэкам, которые мы получаем, действительно юзеры с английским языком браузера окупаются лучше у операторов. При этом там хинди конвертит, ну, не хуже. Этот трафик можно чуть-чуть дешевле, во-первых, доставать. И там CPA показать итоговый, ну, можно, вполне хороший. Но дальше окупаемость, ну, фидбэки не самые хорошие. Поэтому нужно с этим работать. Но над языками культурные особенности очень важны. И там мы сейчас достаточно глубоко изучаем Африку, и там вот прям каждая страна — это несколько языков, это разные культурные особенности, это разная история, разные посылы, очень высокое влияние, там, если Северная Африка, там, Рамадан сейчас был, и есть еще. И, ну, прям очень важно разбираться с тем гео, с которым ты работаешь. А по Африке у вас тоже есть трафик, объемы или вы входите туда? Трафик по Африке и Африка в целом сейчас это один из ключевых фокусов наш. Мы его активно развиваем где-то последние года полтора. У нас даже есть Нажиб, это ответственный человек за развитие Африки, эксперт по этому региону. Если там нужна какая-либо консультация, можно ему писать, он поможет. И для нас сейчас это уже топ-2 регион по трафику и по объемам. Подтверждаю абсолютно точно. Африка — это новая горячая гео. Уже все начинают забывать потихоньку про Латинскую Америку, как мне кажется. Все сконцентрированы на Африке. Туда выходит очень много операторов, и арбитражники тоже начинают подтягиваться.
И мы на нашем канале в ближайшее время как раз-таки готовим серию подкастов про Африку, про конкретные страны с разборами гео, со статистикой, поэтому подписывайтесь, следите за обновлениями и получайте инсайты о новых рынках. А мы возвращаемся к тому, что обсуждали. Ты упомянул событийку и то, что важно сегментировать по гео. Очевидно, в каждом гео будут поддерживать свою команду или свой любимый футбольный клуб, как вариант. Насколько вообще вот эта история с событийкой, в прошлом году был Евро-24, насколько ты, как SEO компании, увидел влияние таких глобальных событий на доход, по сути, на оборотку компании? То есть это X2, X3, какой прирост происходит в такие периоды? К сожалению, был не X2 и не X3, это были десятки процентов, ну, потому что беттинг это... Мы не только с беттингом работаем, у нас много разных вертикалей, с которыми мы работаем. Но если сравнивать там стандартное лето, когда межсезонье и особо событий не очень много, и лето, когда есть Евро или чемпионат мира, то это рост там на сотни процентов. Вот если смотреть именно по беттингу лето к лету. Класс. Хватает ли трафика на всех? Высоко ли растет цена аукциона в такой период по сравнению к обычным ценам? На всех, кто готов платить за трафик, трафика хватает. Ну, глобально у нас трафика много. У нас, наверное, есть там весь доступный на рынке инвентарь, и мы там продаем в день около 30 миллиардов показов по всем форматам. Поэтому трафика хватит на всех, кто готов с ним хорошо работать. Сильно. Есть ли в планах какие-то новые трафик-сорсы к подключению к запуску? Прямо сейчас нужно доработать эти форматы, потому что есть над чем работать, и есть еще доля рынка, которую нужно завоевать. И этот год мы будем сконцентрированы на том, чтобы стать сильнейшими в тех форматах, в которых мы есть. Дальше мы давно думаем про инап, и потихоньку там проводим разные тесты. И я думаю, что следующий логический этап нашего развития – это будет инап. Мы очень много поговорили про ретаргетинг в целом, про компанию. Обещали нашим зрителям вначале рассказать про кейсы, про деньги. Давай про это и поговорим. Можем начать с 2 центов за редеп, можем с других историй. Расскажи, пожалуйста, пару кейсов удачного ретаргетинга. Что было, что стало, какой результат получили, на каком объеме? Ну, я могу показать. Можно я достану телефон? У Да, меня здесь конечно. просто записаны циферки. Прям кейсом, наверное, сложно назвать, потому что оператора я называть не могу. Но вот мне скинули статистику по 4 гео. И по 3 аудиториям. Активная аудитория, неактивная, то есть та, которая когда-то была активна, и нам нужно ее реанимировать, и non-FD, там, где не было депозитов. И здесь, например, Индия. Стоимость редепа от 1 цента, стоимость реактивации от 5 центов, а стоимость дожатия в первый депозит 2,5 бакса. По Казахстану редеп 1 цент, реактивация 7 центов, стоимость первого депозита $1.34. По Канаде Ты что-то запрещенное ты сейчас рекламируешь. Вот именно. По Канаде редеп 3 цента, реактивация 23 цента, ФТД 6,5 баксов. По Мексике 1 цент редеп, 20 центов реактивация, 5 баксов ФТД. Хватит менеджеров запустить ретаргетинг после этого подкаста всем желающим, как ты считаешь? Надеюсь, что хватит. Менеджеры пока что есть. Если что, мы там наймем новых. Можете, кстати, присылать резюме, если умеете работать с ретаргетом. Сейчас готовы нанимать. Окей, хорошо, но это результаты, на которые удалось выйти, правильно? Вряд ли они были в первый день. Сколько, по твоему опыту, занимает период от момента человек пришел и начали запускаться до достижения подобных результатов? На самом деле примерно такие результаты мы получили там около сразу, где-то на 2-ю неделю работы. Здесь важно, чтобы мы получали максимально быстро фидбэки, максимально быстро получали данные, чтобы могли над ними работать и там оптимизировать наши компании. Но там первое время это просто небольшие деньги, это там тесты на $100-200 в день, а вот чтобы масштабироваться хотя бы до там 3-5 тысяч долларов в день, на это уходит 2-3 месяца. Обалдеть. Если у вас остались вопросы к Адаму или конкретно к Сергею, пишите их в комментарии, обязательно ответим на все из них.
И помните, что запускать ретаргетинг в гэмблинге — это не просто веселье, это конкретные деньги. Если верить Сергею, то кнопка «Бабло» зарыта сегодня там. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, следите за обновлениями и до новых встреч. Пока-пока.